Приветствую всех на канале «Реальный Харьков». Приглашаю всех на прогулку по улицам города Харькова. А я вам расскажу о последних новостях, событиях, происходящих в городе. За последнюю неделю наш город подвергся 47 ударам. Основную массу атак Российская Федерация совершила БПЛА типа «Шахед-Герань». Однако все чаще фиксируется использование тяжелых управляемых авиабомб и новых БПЛА типа «Черника». К счастью, за неделю обошлось без погибших, но в результате этих обстрелов пострадал 71 человек. Среди них 11 детей. Часть раненых все еще находится в больницах. Наибольшим разрушениям подвергся Киевский район. Однако также серьезно пострадали Шевченковский и Индустриальные районы. Было выбито более 1500 окон только в жилом фонде. Объекты критической инфраструктуры, в частности котельная, трансформаторная подстанция, тубдиспансер. Кроме того, имелись попадания по гражданским предприятиям. Выгорели десятки автомобилей. Работы на поврежденных коммунальных объектах до сих пор продолжаются. Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове сократилась на 27 часов. Это на 32% меньше, чем в области. Кстати, Харьковская область лидирует по количеству поврежденных обстрелами Российской Федерации памятников культурного наследия, сообщили в Минкульте Украины. В Харькове проверили воду из источников. Результаты проверки были опубликованы Харьковским областным центром контроля и профилактики болезней. Исследовано 18 проб воды из 12 природных источников. Саржин-Яр, Манжосов-Яр, Парк Юность, Петренки-1, Петренки-2, Петренки-3, Алексеевская балка, улица Бучмы, улица Владислава Зубенко, 25, улица Минераловодская, 1, поселок Олешки. Отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям эпидемической безопасности регистрировались в воде 5 источников: Петренки-1, Петренки-2, Петренки-3, парк Юность, улица Бучмы, левая сторона. По санитарно-химическим показателям не отвечала нормативным требованиям вода из источников в парке Юность по содержанию нитратов и показателю общей жесткости. В Харькове с рекой Лопань после урагана 12 июля что-то случилось. Такое впечатление, что вода не поступает, стоит, а уровень воды упал на метр. Гончаровская плотина тоже без движения воды, цветет. Складывается впечатление, что забились русла, из которых река наполнялась. Еще немного и увидим дно. А вот жители Валок в Харьковской области заявляют о критической ситуации с водой. Местные жители рассказывают, что почти каждый день жители города остаются без воды. На сайте Валковского горсовета даже появилась соответствующая петиция. Город декларирует развитие и комфорт для граждан. Однако парадоксально, во многих домах невозможно даже смыть туалет. Доступ к воде превратился в роскошь, а не элементарную норму. И это при том, что тарифы на водоснабжение и водоотвод являются одними из самых высоких в стране, заявил автор петиции. И в самой петиции есть ряд предложений от автора. Это провести общественное слушание за участием руководства коммунального предприятия «Вода», представителей городского совета и жителей города о состоянии водопроводной системы. Начать подготовку к капитальному ремонту или модернизации водопровода, выделить средства из бюджета города, а при необходимости привлечь областные или государственные источники финансирования для реализации проекта и так далее.
Вот такая новая инсталляция появилась на Салтовке в Харькове, на проспекте Юбилейном. В Харькове и области предлагают рабочие вакансии на зарплату до 120 тысяч гривен. По состоянию на 24 июля 2025 года в Харьковской области актуальны 3340 вакансий. Вот некоторые популярные вакансии. Радиотелефонист с зарплатой 120 тысяч гривен. Заведующий парикмахерской 40 тысяч гривен. Инженер по проектно-сметной работе 35 тысяч гривен. Повар на зарплату 30 тысяч гривен. Электромонтер по эксплуатации и распределению сетей 25 590 гривен. Машинист тепловоза 24 700. Программист 23 600. Сборщик изделий из стеклопластика 21 150 гривен. Поп-прессовальщик кабелей и проводов пластинами и резиной 20 тысяч гривен, а маляр 18 тысяч гривен. – 3709 новых семей было зарегистрировано в Харьковской области за первую половину 2025 года, сообщило Министерство юстиции. Больше всего пар зарегистрировано в Киеве и Киевской области, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Новая подземная школа строится в 601-м микрорайоне города. Работы здесь продолжаются еще с октября 2024 года, а сдать ее должны до 1 сентября. Машинисты харьковского метро спасли собаку из тоннеля. Собака предположительно забежала туда из электродепо. Ее вывезли электропоездом и передали в службу спасения животных, где собака сейчас на лечении. А вообще, друзья, если вы хотите быть в курсе всех происходящих событий в Харькове, новостей, интересной информации, увидеть фото и видео современного Харькова, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там много разной информации, которую нельзя публиковать на ютубе. Вся оперативная информация про обстановку в городе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании к этому видео. Ну и, конечно, как без традиционных закатов в Харькове.